Не это ищешь? Сюрприз. Фреджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок – настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. К тебе, Сэм. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ прибор, а не человек. Мост – да, дитя – нет. Так в чем проблема-то? Этот прибор, орудие, превращается в живое существо. Оно растет. Мозговая активность повышается. Накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно. Через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это точно поможет? Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Говорю тебе, все очень просто. Жмешь сброс и перезагружаешь. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Здесь нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов, ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ.
Официально их приостановили власти после выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась по прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да, извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О нет, чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки, когда будешь готов. Дэдман говорит, что твой ББ неисправен. Придется приостановить выполнение основной задачи, пока мы не разберемся. Только он совместим с Думом. И чем дальше на запад, тем больше будет тварей. Кстати, Амелия сообщила о смоляном поясе рядом с крайним узлом. Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хиггс. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил ее оттуда, но без ББ у тебя нет никаких шансов. Поэтому твоя главная задача — помочь Дэдману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию хирали. Это нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматерью. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко, но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Но помни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Тебе придется постепенно завоевывать их доверие. И еще, Сэм, какое-то время ты будешь работать без ББ.
Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей. Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное. И по возможности держись подальше от дождя. Сэм, слышишь? Локни? Ага. Вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Мы снова вместе, едины. Отныне и навсегда. Мы общаемся, так что я очень быстро войду в курс дела. Так ты снова с Бриджес? Дело не в этом. Совсем. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Теперь мы все связаны. Доставка. Отлично. Великолепно. Похоже, все в идеальном состоянии. Я хотел спросить тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в UCA? Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. Твои грузы спасли многих. И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай, как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28, радуйся, операция прошла успешно. Других серьезных процедур не потребуется. Это еще не конец, но, кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации хиралия и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Так держать, Сэм. Спасибо, Сэм. Только благодаря тебе горный узел в хиральной сети. И теперь мы, наконец, внесем свой вклад в UCA. Извини, что тебя побеспокоил. Мы благодарны тебе. Ого, как ты доставил это так быстро? Говорю тебе, ты всегда меня поражаешь. Ты знаешь, что мы очень долго были в одиночестве. Но с тех пор, как мы вступили в UCA, мы общаемся с самыми разными людьми. Мы многое узнали от них, и я надеюсь, что они от нас тоже. Мы никогда не были так едины. Знаешь, люди рассказывали и о тебе, о тех невероятных вещах, которые ты сделал. Честно, я до сих пор не вполне верю, что ты существуешь. И тем более, что ты добровольно прошел через ад, чтобы помочь нам выжить. Ну, неважно, прости. Не буду тебя задерживать. Но знай, тебе всегда здесь рады. Славно, славно. Выходит, мы теперь связаны, Сэм. Я бы рада показать тебе дом, но тут такой беспорядок. Спасибо, Сэм. Кажется, ББ-28 начинает выздоравливать. Как мы и надеялись, его сродство с иным миром усиливается. Конвульсии и спазмы прекратились. Я знаю, что тебе тяжело без ББ, но ты должен продолжать бороться. Совсем как малыш. Как и ББ-28. Сэм, заказ от нового клиента. Загляни в терминал горного узла, все подробности там. Вроде
Вроде кому-то нужны лекарства. Спасибо. Я отдал ей лекарство. Она говорит, что ей уже лучше. Но меня не обманешь. Врач сказал, что ей, кроме всего прочего, нужны не только антибиотики. Она беременна. Я хочу, чтобы ее как можно быстрее осмотрели. Я прошу тебя, зайди к врачу. У него есть какая-то машина. Он думает, что она поможет. Детали я не расслышал. Проклятая связь все время падала. Но кто-то должен ее сюда доставить. Можешь взять с полки все, что нужно. Черт, да хоть все бери. Вот и ты. Тот горный житель связался со мной. Прописанное мной лекарство не помогает. Действуем быстро. Я надеялся, что антибиотики снимут симптомы. Но, похоже, мы опоздали. Инфекция на таком сроке беременности может привести к разным осложнениям. Даже если она выживет, у нее может возникнуть поражение мозга и даже его смерть. Тебе нужно доставить к ним биопринтер и удаленный медицинский терминал. Если подключишь их ко мне по хиральной сети, с помощью этого оборудования я установлю диагноз и назначу лечение. Терминал позволит им передать мне их генетический код, с помощью которого я создам ДНК-вакцину. В данный момент мы умеем создавать только вакцины на основе вирусов и других неживых компонентов. Но в будущем мы, возможно, избавимся от этого ограничения. Думаю, мне не надо говорить о том, что оборудование очень хрупкое. Не разбей его. И спасибо. Доктор? Отлично, я включу свой терминал. Сейчас, секундочку. Все будет хорошо. Это устройство позволит осмотреть ее, словно я рядом с ней. Манипуляторы на терминале идеально повторяют мои движения. А с помощью биопринтера я смогу создать особую вакцину. Жаль, что моя жена не смогла сделать побольше таких штук. Перед тобой все, что у нас есть. Не волнуйся. Мы позаботимся о том, чтобы твое дитя добралось без проблем. О, спасибо. О, это невероятно. Благодари его. Сеть, которую он помогает построить, навсегда изменит медицину. Ладно, давайте на вас посмотрим. Сэм, ты практически привел нам личного доктора. Большое спасибо. Неплохо. ББ-28 скоро снова будет в строю. Малыш настоящий боец. Так держать, Сэм. Сэм, слушай. Для тебя есть заказ от одного горного жителя. Тебе придется отправиться туда, где еще нет хиральной сети. Хороший шанс изменить это положение. Так что займись поскорее. Слушай, у меня к тебе просьба. Ты не мог бы отыскать фотоаппарат моего отца? Он... Долго рассказывать, но он проводил тут полевые исследования. Отец верил, что разгадка выхода смерти скрыта где-то здесь, среди этих скал и пещер. Но он умер, так и не завершив свою работу. Теперь я должна довести дело до конца. И недавно я кое-что нашла. Кое-что удивительное. Я была уверена, что именно это искал мой отец. Хотя и непонятно было, как это связано с выходом смерти. Мне требовалось мнение эксперта. Кого-то, кто смог бы сказать мне, что же я нашла. Я взяла отцовский фотоаппарат, чтобы запечатлеть свое открытие. Засняла все в мельчайших деталях. Но по пути назад я увидела группу вооруженных людей и испугалась. Побросала вещи и побежала. К счастью, меня не заметили. А когда я остановилась, до меня дошло. Фотоаппарат-то остался там. С тех пор я все набиралась храбрости, чтобы сходить поискать его. Но потом вспомнила,
На футляре же осталась бирка. И я подумала, раз ты из Бриджес, может, ты сумеешь определить, где он сейчас. Пожалуйста, я все отдам, лишь бы его вернуть. Я оформлю заказ. Пойми, этот фотоаппарат мне очень дорог. Я ни о чем другом даже думать не могу. Если хочешь приступить прямо сейчас, здесь есть терминал. На. Вот что бы я взяла, если бы пошла сама. На здоровье. Это отец решил, что нужно поселиться здесь. Он думал, что сможет в одиночку разгадать тайну выхода смерти. Мы последовали за ним. И вот что в итоге. Если бы ты не пришел на выручку, фотоаппарат бы потерялся, а вместе с ним пропали бы и все плоды наших трудов. Этого нельзя допустить. Мир должен об этом услышать. Кто-то сумеет понять, что это значит. Так что подключай нас. Мы хотим присоединиться к UCA. Я искренне надеюсь, что наша работа принесет пользу. Еще раз спасибо. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся. Сэм, это Хартман. В найденном тобой фотоаппарате были удивительные снимки. Когда ты подключил убежище фотографа к сети, все данные оттуда, включая материалы исследования ее отца, автоматически попали к нам. В общем, в моей лаборатории до сих пор нет скоростного подключения. Но мне удалось сравнить один снимок с тем, что есть в базе. Исходя из своих вычислений и документальных свидетельств в наших архивах, я бы оценил возраст рисунков в этой области в 30 тысяч лет, если не старше. Художниками, скорее всего, были неандертальцы или другие пралюди, мигрировавшие через континент. Видишь существ, похожих на дельфинов? В то время эта пещера, должно быть, была еще дальше от берега, чем сейчас. Так как эти художники могли встретить дельфинов? Ответ – никак. Я полагаю, что они повстречали не дельфинов, а береговых тварей. И это значит, что выход смерти был не первым феноменом такого рода, что это уже было раньше. С рождения нашей планеты вымерло бесчисленное количество видов, от бактерий до динозавров. Ученые называют самые крупные периоды вымирания большой пятеркой. Но, конечно, было много других подобных событий, хотя и не такого масштаба. Что если художник пытался задокументировать такое событие, свое собственное вымирание? Это было бы первое свидетельство о выходе смерти в истории Земли. И это подтвердило бы мои теории. Чем скорее ты подключишь меня к сети, тем быстрее узнаем. Только представь, какие тайны мы сумеем раскрыть. Я буду ждать, Сэм. Сэм, отличная новость. Параметры ББ-28 почти достигли оптимальных значений. Совсем недавно его глаза открылись. Его взгляд блуждал по сторонам, будто искал кого-то. А затем наши глаза встретились. На секунду, кажется. Я серьезно. Мне даже почти захотелось оставить малыша себе. В общем, мне еще нужно провести диагностику и внести необходимые поправки. Однако колебания концентрации хиралии уже не должны быть проблемой. Сможешь подключить к сети еще одну точку? А потом, как только я достоверно узнаю, что ББ функционирует нормально, я передам его в твои руки. Это последний этап. Обещаю. Еще одна точка. Это все, что нам нужно. Удачи. Сэм Бриджес, ты должен доставить груз одному человеку. Она странная штучка. Живет высоко в горах, еще выше, чем мы. А ее исследование, это что-то совсем за гранью. Это натуральная мистика. Правда, ей бы не понравилось, что я так говорю.
Она утверждает, что занимается тайнами космоса. В общем, в горах я нашел камень с отпечатком ладони. А когда сказал ей, она вся разволновалась. Если честно, я не знаю, о каком контакте она твердит. Но я подумал, может, передашь это ей от меня? Когда я вступил в UCA, у меня на многое открылись глаза. Например, что многие люди по-своему пытаются понять выход смерти. Да, ее идеи кажутся мне абсолютно бредовыми. Но они что-то значат для нее, и я хочу ее поддержать. В смысле, с твоей помощью. Официальный заказ в терминале. Спасибо, что пришел. Подумать только, ты прошел весь этот путь, а на грузе не царапины. Я тоже хочу так уметь. Сэм. Совсем такая же, как в Южном узле. Вихрь, несущий просто немыслимое количество хиралия. Он медленно, но верно приближается к нам, к горному узлу. Я так думаю, но я ее не вижу, по крайней мере, невооруженным глазом. Но данные не лгут. Это тот же феномен, из-за которого ты оказался в зоне боевых действий. Я тебе сказал, но это был не... Ограничитель Кьюпида справится почти с любым всплеском хиралия, но не с таким. И еще супер-ячейка. Я сказала все так же, как и раньше. Мама, это ты? Ты понял, Сэм. Давно не виделись. Но все не так. Малинген, Локни. Мы одинаковы. Одно тело, разум, одно существо. Нет смысла делать различия. Не в этом мире. Мы все соединены. Помни об этом. Сэм Бриджес, я ждала тебя. Мой сосед мне все про тебя рассказал. Отпечаток, который ты мне принес, я называю его образец. Это ключевая находка. Он относится к той эпохе, когда человечества еще не было. Я установлю его возраст и выясню причину выхода смерти. И тогда мне откроются все неизведанные тайны космоса. Ты знаешь, что в древние времена эта гора была пирамидой? Это правда. Это место ближе всего находится к берегу, к источнику невероятной силы. А за счет чего, по-твоему, работает эта ваша хиральная сеть? Но я не об этом. Покажи образец. Спасибо. Он в отличном состоянии. Ладно, подключи меня к хиральной сети. Теперь у меня есть все для датировки образца. Когда я получу результаты, то поделюсь ими с тобой и твоими коллегами. Ты сделал хорошее дело, Сэм. Если найдешь еще что-нибудь, сразу же приноси мне. Я буду ждать. Возьми это. Наверняка это пригодится тебе в пути. До встречи, друг мой. Сэм, сработало. ББ-28 в отличном состоянии. Никаких симптомов привязанности или тоски по дому. Возможно, его память действительно стерли. Тебе осталось только подключить его, ну и испытать в деле. Я надеялся побыстрее вернуть его тебе, но... Я не хочу. Ну, то есть я хочу, но тут все не так просто. Что? У нас проблема.
Возможно, ты слышал об огромной суперячейке, которая идет на горный узел. Я покинул комплекс, чтобы провести полевые испытания ББ. И теперь не могу вернуться назад. Знаешь, хижину на склоне горы к северо-востоку от Горного. Встретимся там. Сэм! Не подходи! Сэм!